В 1963-м житель небольшого турецкого города Деринкую решил расширить подвал своего дома. Он взял кувалду и ударил по стене, надеясь освободить еще немного места. Но за стеной оказалась не земля и не подвал соседнего дома. За ней начинался узкий проход, который уходил далеко вниз, в темноту. Заинтересовавшись находкой, мужчина позвал соседей. Они взяли фонари и начали осторожно спускаться. Проход вывел их в большую комнату. Из нее уходили новые коридоры, лестницы и переходы. Чем дальше они шли, тем яснее становилось, что под их ногами скрывается нечто намного большее, чем обычный подвал. Через некоторое время они спустились уже на 3 уровня. Но идти дальше не решились. Света почти не осталось. Подземному лабиринту словно не было конца. Вернувшись на поверхность, жители сразу сообщили о находке местным властям. В Деринкую приехали археологи из музея города Невшехир. Уже первые исследования показали, что перед ними не пещера и не старые подвалы. Под небольшим турецким городом скрывался огромный подземный город, о существовании которого никто не знал. И чем глубже археологи продвигались внутрь, тем более невероятные открытия ждали их впереди. Под городом скрывался еще один город. Он был полностью вырублен в мягкой вулканической породе и уходил вниз на 18 уровней, почти на 85 метров. Внутри находились жилые комнаты, кухни, кладовые, конюшни, школы, часовни, кладбище, тюрьма. Это было не несколько пещер, где можно переждать опасность, а полноценный подземный город со всем необходимым для жизни. Особенно впечатляла его инженерия. Через все уровни проходило более 50 вентиляционных шахт. Самая глубокая уходила примерно на 55 метров. Благодаря их устройству воздух постоянно обновлялся естественным образом. Теплый воздух поднимался вверх, а его место занимал более прохладный воздух с поверхности. Такой принцип используют и сегодня при строительстве современных зданий, но создатели Деринкую применили его задолго до появления современной науки. Не менее продуманной была система водоснабжения. Город снабжали отдельные колодцы, полностью отделенные от вентиляционных шахт и верхних уровней. Даже если враги захватывали поверхность, они не могли отравить воду. Поэтому жители могли получать чистую воду даже во время долгой осады. Температура внутри почти не менялась круглый год и держалась примерно от 13 до 15 градусов. Неважно, была ли наверху летняя жара или зимний холод. По оценкам археологов, одновременно здесь могли жить около 20 тысяч человек вместе со скотом и запасами еды, которых хватало на несколько месяцев. При этом город не был запутанным лабиринтом. Каждый уровень имел свое назначение. На верхних этажах держали скот и располагались помещения, которыми пользовались чаще всего. Ниже находились жилые комнаты, кухни, школы и места для общих собраний. Еще глубже располагались склады с продовольствием, колодцы, часовня и помещения, которые археологи считают тюрьмой. Все было устроено так, словно обычный город просто перенесли под землю. Есть одна деталь, которая особенно заинтересовала исследователей. На 3-м уровне нашли виноградные прессы. На первый взгляд это кажется мелочью, но именно она многое объясняет. Свежий виноград быстро портится, а значит, его перерабатывали прямо под землей. Никто не стал бы строить такие сооружения, если бы люди собирались провести здесь всего несколько дней. Еще более важной находкой стало кладбище. Если в городе хоронили умерших, значит, люди жили здесь достаточно долго. Они не просто прятались от опасности, они готовили еду, работали, воспитывали детей, проводили религиозные обряды и вели обычную жизнь, почти не поднимаясь на поверхность. Именно поэтому сегодня Деринкую считают не временным убежищем, а настоящим подземным городом. На каждом уровне, в главных проходах, находились огромные круглые каменные диски диаметром около 2 метров и весом от 200 до 500 килограммов. Их вырезали из цельных глыб туфа и устанавливали в специальные пазы. Эти диски служили дверями. Изнутри один человек мог легко перекатить такой диск и полностью закрыть проход. Снаружи сделать это было почти невозможно. Конструкция позволяла двигать камень только в одну сторону. Благодаря этому можно было быстро перекрыть отдельный коридор, целый уровень или весь город. Кто построил этот подземный город? По официальной версии турецкого департамента культуры, первые уровни начали создавать фригийцы, народ, который жил здесь примерно в 8 столетии до нашей эры. Они хорошо умели работать с камнем, а мягкий вулканический туф Каппадокии легко поддается обработке простыми инструментами. Со временем, соприкасаясь с воздухом, этот камень становится значительно прочнее.
Современные исследования показали, что за тысячи лет в комплексе почти не произошло крупных обрушений. Для такого огромного сооружения это очень необычный результат. Но у этой версии есть серьезная проблема. Греческий историк и полководец Ксенофонт, который проходил через эти земли в 401 до нашей эры, уже писал о людях, живших в подземных помещениях. Он упоминал, что они держали под землей скот и хранили зерно. По его описанию, такие города уже были привычной частью жизни местных жителей, а не новыми постройками. Получается, что к тому времени подземные комплексы существовали уже давно, а значит, их могли начать строить значительно раньше официальной даты. По оценкам исследователей, Деринкую имел более 600 входов. Большинство из них были хорошо скрыты. Одни находились внутри обычных домов, другие — во дворах или хозяйственных постройках, а некоторые выглядели как обычные неровности рельефа. Человек, который впервые попадал в этот город, мог спокойно пройти по его улицам и даже не догадаться, что прямо под ногами скрывается огромный подземный комплекс глубиной почти 90 метров. Похоже, весь город с самого начала строили так, чтобы никто на поверхности не знал о его существовании. Некоторые исследователи считают, что строительство могло начаться еще во времена Хеттского царства, примерно в 15 столетии до нашей эры. Если это так, Деринкую почти на 700 лет старше официальной датировки. Существуют и более смелые гипотезы. По одной из них, первые подземные города появились еще во времена младшего Дриаса около 14,5 тысяч лет назад. Согласно этой версии, тогда Земля пережила резкое похолодание. Некоторые ученые связывают его с падением фрагментов крупной кометы, которые подняли в атмосферу огромное количество пыли и сажи. Солнечного света стало меньше, климат резко изменился, и люди могли искать защиту под землей. Главная проблема в том, что определить возраст Деринкую очень сложно. Город вырублен в мягком вулканическом туфе, а такую породу нельзя датировать радиоуглеродным методом. В ней нет органических остатков, по которым можно определить время строительства. Самому камню миллионы лет, но это не говорит о том, когда в нем появились комнаты и тоннели. Поэтому археологи определяют возраст по находкам внутри — керамике, монетам, фрескам и другим предметам. Но такие находки показывают только время, когда здесь жили люди, они не говорят, когда был создан сам город. Это важное различие. Не исключено, что Деринкую появился за многие столетия, а, возможно, и за тысячи лет до первых известных жителей, чьи вещи сегодня находят археологи. И на этом история не заканчивается. Деринкую оказался далеко не единственным подземным городом Каппадокии. Сегодня в этом регионе известно более 360 подземных комплексов. Более 200 из них археологи считают полноценными подземными городами с жилыми помещениями, вентиляцией, колодцами и хозяйственными зонами. Все они расположены на территории площадью более 20 тысяч квадратных километров. Некоторые города соединены между собой длинными тоннелями. Например, Деринкую связан с соседним подземным городом Каймаклы тоннелем длиной около 8-9 километров. Это не короткий проход между двумя убежищами, а настоящая подземная дорога, соединявшая два самостоятельных города. Каждый из них мог существовать под землей в течение многих месяцев. Но даже это оказалось далеко не самым большим открытием. В 2013-м рабочие сносили старые дома у крепости в городе Невшехир. Во время работ они неожиданно обнаружили входы в еще один огромный подземный комплекс. После этого участок обследовали специалисты Невшехирского университета. Они использовали современные геофизические методы, чтобы изучить пространство под землей. Исследования показали, что под современным городом скрывается система площадью около 460 тысяч квадратных метров, а некоторые тоннели уходят более чем на 100 метров в глубину. Если эти оценки подтвердятся, новый комплекс может оказаться примерно на треть больше Деринкую. Руководитель исследования, директор Невшехирского музея Мурат Гюлес, заявил, что точные размеры пока определить невозможно. Но уже первые результаты показали. Под городом находится еще один гигантский подземный комплекс, и подобные открытия продолжаются. В 2019-м жители поселка Чалыш начали жаловаться, что их подвалы постоянно затапливает вода. Коммунальные службы стали искать источник и открыли старый тоннель, который был закрыт много десятилетий. За ним оказался еще один подземный город. Часть помещений уже была заполнена чистой водой.
Несмотря на это, исследователи нашли 3 уровня: жилые комнаты, длинные коридоры и помещения для религиозных обрядов. Предварительно возраст комплекса оценили примерно в 5000 лет. Самое удивительное, что такие открытия происходят снова и снова. Каждые несколько лет в Каппадокии находят новый подземный город. Большая часть этих комплексов исследована лишь частично. Археологи считают, что под землей могут скрываться еще десятки, а возможно и сотни неизвестных сооружений. Но Каппадокия далеко не единственное место, где нашли огромные подземные комплексы, способные долгое время укрывать большое количество людей. В иранской провинции Южный Хорасан находится подземный город Нуш-Абад, который также называют Оуи. Его тоже обнаружили случайно. Хозяин одного из домов решил выкопать во дворе колодец и на глубине около 3 метров пробил потолок древнего подземного коридора. Позже выяснилось, что под современным городом скрывается 3-уровневый комплекс с жилыми помещениями, вентиляцией, системой водоснабжения и массивными каменными дверями, которые, как и в Деренкую, закрывались только изнутри. По предварительным оценкам, Нуш-Абад появился около 1500 лет назад, во времена Сасанидской империи. Похожие открытия есть и в других странах. В Китае, в провинции Аньхой, находится загадочный комплекс пещер Лунаю. Его обнаружили в 1992. Все началось с того, что местный фермер решил осушить небольшой пруд. Когда вода ушла, под ней открылась огромная искусственная пещера. Позже исследователи нашли еще 23 такие камеры. Сегодня комплекс включает 24 огромных помещения общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Самое большое имеет площадь около 1200 квадратных метров. Его потолок поддерживают колонны, вырубленные прямо в скале, а стены покрыты ровными параллельными следами обработки. По расчетам специалистов, при строительстве пришлось убрать около 1 000 000 кубических метров камня. Но самая большая загадка не в размерах. Ни в одной китайской летописи и ни в одном историческом документе нет упоминания о строительстве этого комплекса. Кто его построил, когда именно и зачем, неизвестно до сих пор. Поэтому пещеры Лунаю считаются одной из самых больших археологических загадок Китая. Похожая история есть и в Европе. Там уже много лет изучают так называемые Эрдштали, сеть узких подземных тоннелей, найденных в Баварии, Австрии, Венгрии, Ирландии, Шотландии и других странах. Сегодня известно более 700 таких сооружений. Эти проходы настолько узкие, что взрослому человеку приходится идти по ним согнувшись. Многие заканчиваются небольшими камерами, без окон и украшений. Но самая большая загадка заключается в том, что их возраст определить не удалось. Одни исследователи относят эти тоннели к раннему Средневековью, другие считают, что они появились намного раньше. Но главная загадка связана даже не с их возрастом, а с тем, что внутри почти ничего не нашли. Археологи не обнаружили ни бытовых вещей, ни посуды, ни оружия, ни костей, ни других следов долгой жизни людей. Если бы здесь действительно жили или долго скрывались, такие следы обязательно должны были остаться. Но большинство тоннелей почти пусты. Историк Генрих Кушель посвятил изучению Эрдшталей многие годы и подсчитал, что только в Баварии и Австрии известно более 700 таких сооружений. При этом он считает, что многие из них скрыты под землей и еще не обнаружены. Не менее удивительно и то, как их находили. Большинство тоннелей открывали случайно, во время строительства домов, после обрушения грунта под сельскохозяйственной техникой или при расширении старых подвалов. Получается, что целые подземные комплексы десятилетиями находились буквально под ногами людей. Похожие загадки встречаются и в Африке. В Эфиопии, рядом с городом Лалибела, находятся 11 знаменитых церквей, которые не строили из отдельных камней, а полностью вырезали в цельной скале. Сначала мастера отделяли огромный каменный блок глубокими траншеями, а затем постепенно высекали внутри него храм. Каждая церковь представляет собой единый монолит, а все они соединены сетью подземных проходов и тоннелей. Официально этот комплекс относят к XII-XIII столетию и связывают с правлением царя Лалибелы. Однако местные предания утверждают, что все церкви были созданы всего за 24 года. Многие инженеры считают, что выполнить такой объем работ вручную за столь короткое время
почти невозможно. Только при создании знаменитой церкви Бета-Георгис пришлось убрать несколько тысяч кубических метров камня. Куда исчезла вся эта порода? Рядом нет ни больших отвалов, ни следов строительного мусора, словно весь извлеченный камень просто исчез. Если посмотреть еще шире, можно заметить еще одну интересную связь. Примерно в 600 километрах к востоку от Деринкую находится Гёбекли-Тепе, археологический комплекс, который полностью изменил представление ученых о происхождении цивилизации. Если вы еще не смотрели наш отдельный выпуск о Гёбекли-Тепе, обязательно посмотрите его после этого видео. Возраст комплекса оценивают примерно в 12 тысяч лет. Это на 6-7 тысяч лет больше возраста египетских пирамид. По официальной версии его построили охотники и собиратели, люди, у которых еще не было государств, письменности и развитого земледелия. Несмотря на это, они смогли создать огромный храмовый комплекс, а затем сделали еще более необычный шаг. Они не разрушили его и не оставили, а намеренно скрыли под землей. Зачем создавать такое большое сооружение, чтобы потом специально спрятать его под землей? И зачем вырубать целый город почти на 90 метров в глубину, если во время обычного набега можно укрыться в пещере или небольшой крепости? Подземные комплексы, построенные в разных странах, в разные эпохи и разными народами, имеют удивительно похожее устройство. Все эти сооружения были созданы для того, чтобы большое количество людей могло уйти под землю, закрыть за собой входы и долгое время жить в полной изоляции от того, что происходило на поверхности. У археологов есть вполне понятное объяснение. По официальной версии, это были убежища от войн и набегов. Когда через регион проходили армии, местные жители скрывались под землей, а после ухода врага возвращались домой. Во многих случаях это подтверждается историческими источниками. Византийские хроники рассказывают, что в VII и VIII столетиях жители Каппадокии прятались в подземных городах во время арабских набегов. Известно также, что каппадокийские греки использовали эти комплексы вплоть до начала XX столетия, спасаясь от преследований. Последними постоянными жителями Деринкую были именно каппадокийские греки и армяне. После обмена населением между Грецией и Турцией они покинули этот регион. Подземные города опустели, входы постепенно заложили камнем и засыпали землей, а со временем о них почти забыли. Так продолжалось несколько десятилетий, пока один житель Деринкую случайно не обнаружил древний проход за стеной собственного подвала. Но есть одна деталь, которая делает эту историю еще более необычной. Люди, жившие здесь до 20-х годов прошлого столетия, сами не знали, кто построил эти города. Они просто пользовались готовыми сооружениями. Подземные комплексы существовали задолго до них, задолго до Османской империи и Византии. Каждое новое поколение находило уже готовую систему и использовало ее по своему назначению. Именно здесь появляются вопросы, на которые официальная версия отвечает не полностью. Несколько лет назад исследователи снова обратили внимание на так называемую табличку Лагаша, древний текст, в котором описан массовый уход людей под землю. В нем упоминаются каменные двери, закрывающиеся изнутри, вентиляционные шахты и запасы продовольствия, рассчитанные на долгое пребывание под землей. Древний Лагаш находился на территории современного Ирака, примерно в 1200 километрах от Каппадокии. Известной связи между этими регионами нет, а возраст обоих объектов до сих пор вызывает споры, и все же сходство выглядит необычно. И в древнем тексте, и в Деринкую встречаются одни и те же решения. Каменные двери, закрывающиеся только изнутри, вертикальные вентиляционные шахты, несколько подземных уровней и большие запасы, позволяющие людям долго жить под землей. Этого недостаточно, чтобы говорить о прямой связи. Но полностью игнорировать такое совпадение тоже непросто. Сегодня Деринкую открыт для посетителей. Однако туристы могут увидеть только 8 из 18 уровней. Нижние этажи закрыты по соображениям безопасности, а исследования продолжаются до сих пор. Мягкая вулканическая порода требует очень осторожной работы, поэтому расчистка комплекса идет медленно. Что находится ниже открытых уровней, подробно знают только специалисты, которые работали внутри комплекса. Подробных публикаций о самых глубоких этажах почти нет, а большая часть технических материалов хранится в архивах турецких археологических служб. Но самое важное даже не это. Деринкую существует на самом деле. Это настоящий подземный город, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и подробно изучается археологами.
Зачем понадобилось строить город, рассчитанный примерно на 20 тысяч человек, с жилыми кварталами, школами, кладовыми, винодельнями, кладбищем и собственной системой водоснабжения, если все это было нужно только для защиты от коротких набегов? Обычные набеги редко продолжаются месяцами. Ради нескольких дней не строят 18 подземных уровней, не создают отдельные системы вентиляции и водоснабжения и не делают запасы, которых хватило бы целому городу. Возможно, именно поэтому Деринкую и сегодня остается одной из самых загадочных археологических находок в мире. Напишите в комментариях, что удивило вас больше всего. Масштаб подземного города, сотни похожих комплексов, найденных в одном регионе, или то, что спустя десятилетия исследований мы все еще не можем уверенно ответить на вопрос, зачем все это было построено. Если выпуск был интересным, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди еще много историй, которые заставляют по-новому взглянуть на прошлое.